Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед. Вот и все. В этом тайна всякой победы. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Imminent Victory пройдет китайское сражение. На нижней позиции Big Size. Сверху стартует Lift Track. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, челлендж до 7 побед, счет 6-6, решающая игра, китайский Mirror. Игроки сильно в представлении не нуждаются. Big Size топовый боец, обладатель 3 побед на мировой серии, очень много лет играет в генералы Old из олдов, можно сказать. Lift Track достаточно серьезный соперник, топовый игрок, на последней мировой серии добрался до четвертьфинала, где уступил Вивиду дорогу в полуфинал. Напоминаю, игра решающая, которая определит победителя в этом противостоянии. Ну, понеслась. Значит, Big Size, 2 военных завода, 2 сапплая и электростанция. Пошел первый дракон вперед. Lift Track начинает уже захват вышек со старта. Соответственно, стартанул через казарму, 1 военных завод, 2 сапплая и электростанция. Разбег ракетчиков, есть бункер слева и начинается уже захват вышек. Пост поехал направо, в вышке также справа, здесь вышка захватывается. Поехал дракон также направо, контролит Big Size, я так понимаю, этот момент. Сразу же, да, дракона выпустил и в аккурат под вышки. Но захват все-таки лифтраком-то состоится. Да, первую 1000 в казну получил и вторую также. 2 вышки уже в активе у верхнего китайца. Пост здесь бодается с драконом. Дракон слева начинает также стену огня разжигать. Пытается добраться здесь до вышки. Ну, красногвардеец, я думаю, что отлетит. Ну и пост, слушайте, также получает. Но дракон пока что живет. Справа дракон также работает. Пост пытается с ним справиться. Но вышку все-таки лифтрак-то свою потерять, которую ранее захватил. Да, все, вышка минус. Также был минус здесь пехотинец. Пост от лифтрака живет, но потерял все-таки вышку. Слева дракон также продолжает работать. Никак пока не получается его ликвидировать. Слева был отменен гатлинг. Пост здесь катается. И вышка также была потеряна. Отступает дозер. Дозер каленый. Пост пытается продолжать сражаться здесь с драконом, но отступает также обратно на базу. То есть старт как таковой-то получился через захват, но вышки уже к 3-й минуте игры потеряны. Но лифтрак все равно свой буст экономически-то получил, когда эти вышки захватывал. Плюс они успели какое-то время поработать. Ну и достаточно близко уже Size подбирается. Работает здесь по посту. Пост минус. Высаживаются ракетчики у Big Size заранее. Казарма у лифтрака отлетает. Пост надо вскрывать. Дракон минус. Ну и продолжает, я так понимаю, Size свое наступление. Также пост есть справа. Тут ракетчики от лифтрака и ракетчик от Size. Скорее всего, пост лифтраку был просто вскрыт. Ну и лифтрак также потихоньку здесь по левому флангу наступает. Еще два поста идут от Size. Также есть дракон. Скрывается один из постов. Дракон будет ликвидировать, я так понимаю, помогая сейчас ракетчиков. Но и своих также уничтожает Friendly Fire. Получается, справа атака у Size проваливается. Лифтрак все-таки защитился на правом фланге. Но вот нужно отработать слева еще пехота. Плюс есть гатлинг, есть ракетчик и есть дракон. Нужно продолжать сражаться. Появляется ECM танк на карте. Это значит, что уже появилась пропаганда. Казарма перестраивается и 2 военных завода у лифтрака. Но на старте это был один, потому что стартовал через казарму, через захваты. Слева здесь пост. Лифтрак теряет свою технику, ну и перестреливаются здесь ракетчики. Ну и будем смотреть, кто же все-таки здесь победит. Почему-то лифтрак перестал здесь настреливать, да, но все-таки я думаю, что друг друга просто сейчас эти ракетчики уничтожат. Да, все верно, слева атака отбита, и последний дракон через центр, и лифтрак отбивает. Справа бежит ракетчик, нужно контролить этот момент, а слева дракон уничтожает бункер и минус ракетчик. Есть пост, есть гатлинг, нужно пробовать сражаться. Есть пост, дракон также через центр, 2 поста от лифтрака, сразу же 2 поста и от одного и другого бойца вскрывается. Ну и нужно не дать ракетчикам, конечно же, сесть в этот домик. Ракетчикам лифтрак, в итоге Size садится в этот дом и продолжает наступать одним единственным драконом. Ракетчик справа прибежал на саппалтраке, но лифтрак и здесь контролирует этот момент, и саппалтрак, не удалось с первого раза здесь передавить пехотинца, но на второй раз все-таки получается, и справа также атака отбита. Работает ECM танк.
Танк Дракон сейчас Сайзу заморожен, а Сайз вышел уже в третий ресурсный, ставит бункер, домики заняты, и просто с нескольких сторон здесь еще Гатлинг и пост помогают. Это да-да-да, все верно. И просто эти два дракона сейчас Лифтраку уничтожаются. Чинится бункер с помощью дозера, и все, драконы закрыты. Слева Лотос. Слева Лотос от Лифтрака бежит под вышку. Сайз так до сих пор не предпринимал никаких попыток захвата. Нефтеперерабатывающий завод также пока что не захваченный стоит. И ставится командный центр. Лифтрак уже выходит в свой командник. Ну и пытается здесь Лотос захватить. И получается Лифтраку захватить третью вышку на карте. Последнюю уже к этой минуте игры. Остальные были уничтожены. Но Сайз ликвидирует черный Лотос. Вышка пока под контролем Лифтрака. Есть ли казарма? Да, есть казарма у Биг Сайза, есть пропаганда, и выходит уже Лотос от нижнего китайца и будет эту вышку, скорее всего, перехватывать. Справа был скрыт пост. Биг Сайзу пост уничтожили. Здесь дракон плюс пост от Лифтрака. Без потерь справились. И идут по правому флангу вперед. А слева тем временем также идет атака от Сайза. Лифтрак здесь защищается. И слушайте, Биг Сайз-то вообще без потерь. Вообще без потерь расконтролил своего соперника. Удалось. И Лифтрак вынужден отступить. Вновь дракон через центр. Но здесь также все контролится. Сайз все видит. Сайз на страже. Замораживается здесь Драгонтанк. И справляется. Справляется Сайз. По правому флангу атака также идет. Но у Сайза и здесь есть юниты. Есть пост. Есть Гатлинг. Посты были потеряны. Пехота закрывается с помощью Гатлинга. Сайз отбился и на правом фланге. Левый фланг также стабилен, работает. Здесь качаются ресурсы, саплтраки все на месте. И ставится Эйрфилд, пока в командный центр Биг Сайз не переходит. А хотелось бы уже, потому что второй ранг и уже близок к третьему. Захватывается нефтеперерабатывающий завод, и Биг Сайз получает скидку на юниты. Но есть танк Дракон, который попытался ликвидировать это НПЗ, но не вышло, потому что ракетчик заминировал этот самый танк. Слева тем временем атаку хотел провести Сайз, но здесь Лифтрак на страже. Удалось ее отбить. Лотос пока бегает на центре. Ну и вышел все-таки Лифтрак в третий ресурсный центр. Сайз, кстати, перехватил себе обратно вышку. Ну как обратно? Он ее-то и не захватывал. Она была захвачена ранее Лифтраком. Эта вышка, я думаю, что по канонам принадлежит Сайзу. И Сайз ее себе обратно-то все-таки и вернул. Но тем временем Лифтрак пригоняет свой танк Дракон и просто эту вышку сейчас ликвидирует. Опять попытка атаки. Попытка атаки от Лифтрака через центр, но все под контролем. ЕЦМ на ЕЦМ танк. Здесь Биг Сайз замораживает ЕЦМ-ку Лифтраку, ну и решает просто отступить. Может быть, не знаю, отогнать ее, вообще починить на базу, но пока она просто здесь под домиком стоит. И Лотос. Лотос попыталась здесь перехватить саплай, но очень много юнитов у Лифтрака, поэтому нет смысла. Плюс тут Лотос катается, палит. Еще и тут Лотос ответная от Лифтрака. И сейчас они друг друга просто видят. А Сайз проехал мимо этого Лотоса, но он хотел отликвидировать здесь пост. Миги появляются на карте и ликвидируют эту самую черную Лотос. Здесь за танком Драконом гоняется Гатлинг плюс пост от Сайза. Дракон минус. Ну и надо бы как-то Лотос, конечно же, спасать. И спасает ее. Спасает ее Биг Сайз. И идет вперед под ресурсный центр Лифтрака. Заезжает достаточно близко ЕЦМ танк. ЕЦМ-ка будет потеряна и разжигается стена огня. Танк Дракон с изученным напалмом сейчас ликвидирует. Просто ликвидирует ресурсный центр. И есть третий ранг, есть КЦ. И запускается арт-удар от Биг Сайза по направлению ко второму ресурсному центру верхнего китайца. И он уничтожается. Минус 2 ресурсных центра разом, по сути, сейчас Лифтраку. И Сайз выгоняет все-таки своего соперника. И летит ковровая бомбардировка по направлению к военному заводу, саплаю, казарме. Тут есть также Гатлинг. И начинается сброс бомб. И минус. Минус 3 здания разом. Шикарно. И получается, что Лифтрак сейчас остается без добычи. У него нет ресурсных центров. И прорывается танк Дракон. Но сюда бы какую-то тяжелую технику подогнать. Ну, есть как раз-таки Бэттлмастер. Но Лифтрак что-то как-то потерялся уже, что ли. Есть еще один БМ. И заезжает Биг Сайз. Тем временем Дракон-то наполовину каленый. Также летит еще одно повышение. Это мины, скорее всего. Разжигается стена огня. Да, все верно. Мины под военный завод. Появляется Хеликс на карте. И, скорее всего, потеряет
Забирает Лифтрак еще и электростанцию, но командник жив, выходит еще один дозер. Лифтрак предпринимает попытку атаки слева, но тут есть миги, и опять же надо бы Бэтлмастер сюда подвести, иначе можно потерять свой ресурс на Биг Сайз. Работать нужно. Залетают миги, и в принципе даже без Бэтлмастеров здесь справляется. Но еще одна волна, но тут я думаю, что уже без шансов. Тем временем Лотос забегает еще и на базу от Биг Сайза, и Лифтрак предпринимает решение сдаваться. Мы победили. Победа Сайза в этом челлендже со счетом 7-6 состоялась. Хороший получился поединок. Сайз, видно, что был, конечно, посильнее. В своей манере просто задавил своего соперника. Хотя Лифтрак, мне кажется, тоже был хорош. Но чуть-чуть ему, к сожалению, не хватило. Счет, тем не менее, же был 6-6. Правильно, соответственно, шли-то нога в ногу. Но в последней игре Сайз все-таки уничтожил своего противника и взял победу в этом самом челлендже. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.